Так. Ничего у тебя, YouTube, не получится. Ага, сейчас. Я, говорит, крашну сейчас твою трансляцию, как девочка. Ага. Крашнешь, да? Врагу! Сука, не сдается наш гордый. Я, говорит, краш. Варяг, вот он, пожалуйста. I'll be back, сказал он и вернулся. Так, и, ребята, YouTube предновогодний пиздец, как я и говорил на YouTube. Так что, ну, мы не переживаем. И что? И что? Ну, крашнулся и крашнулся. Да что бухтеть-то? Ну, вообще пох. Крашнется, я еще раз перезапущу. Ну, что ж, ну, а что? Все. А это происки пятой колонны. Ага. Да, а давай, говорит, мы наш интернет суверенный сделаем. Бля, буду, говорит, все будет четко работать. Пожалуйста. Пожалуйста, вот, пожалуйста. А я вернулся! Ага, да, было 11 тысяч лайков. А мы сейчас, блядь, назло всем еще набьем. Сракуем этим буржуем недоделанным. А мы-то, да, мы-то сейчас я подожди, я посмотрю, я не забанен вообще, нет? Бля, сейчас, подожди, тихо, не надо, не надо. Сейчас, подожди, родной, сейчас я зайду, посмотрю, сейчас, мне кажется, меня забанили вообще, или что, и все, и конец, и все. Нет, не забанен. Смотри, не забанен. Ой, вот они мои хорошие. Ля какие. Леха вернулся. Я тут. Нормально, все хорошо. Все, вижу вас, все слышу. Давай так. Лайки там все, не лайки. Этот, YouTube флексит. Они такие, адритатушечки, адритаритата. И потом, оп, давай, оп. Вот так вот делают. И банят всех. Гадости. Сука, продолжаем просмотр, ничего у них не получится, никто не оборвет наш фан-стрим. Оборвется, я еще раз запущу, ничего страшного, и что теперь? Шо, не от меня это зависит, к сожалению. Да, у многих это проблема, но говорят пофиксит. А когда, да хер их знает, когда, наверное, это мандрагорцы, да, ага, бан. Так, все, поехали дальше, давай, давай. Заводи, Григорий, завожу, мой господин. Засмеялся, подписался, Балтимор. Так, продолжаем. Ать! Lor, in sala feredelestos not summa otem integrea ficus sum labaresan cela. У меня первый вопрос в какой-то игре, и второй вопрос, что там написано? Толстый, спасибо, брат. Давай, говорит, купим свитер с оленями. Купил, блядь. На распродаже, говорит, со скидкой продается. Угу. Пожалуйста. Вот. Ля. Парень в бронированном костюме. Нахер этих лягушек. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, Я токсик, я ЧСВшник, кто там, алкаш? плейбой, филантроп. Look at this master builder right here. Let's check it out. Блин, вот тут сделал коту дырку, чтобы он ходил гулять. Но он ушел, короче, и больше не возвращается. Я тебе, значит, рассказываю. Я сейчас, значит, вот это вот о наболевшем, блядь. Вот это я сейчас увидел. И сразу наболевшее. Мы, значит, в Икеа. Угу. Заказали стол. Говорю, давай для Павлика, да, который вам мерч наш отправляет. Мерч, кстати, по ссылочке внизу в описании найдешь. Там сейчас куча всего, там шарфики, шапочки, перчаточки, пледики, подушечки, всякой трусики там скоро появятся. Все будет. Вот, значит, я говорю, стол закажите Павлику, чтобы он под камерой в шапочке новогодней стоял вам и посылочки укладывал в пакетики и в коробочки красивые, а вам приятно было. Понял? Понял. Заказал, говорит? Заказал. Фу, реклама. Ты дослушай. Мне, значит, с этой Икеа, вот этой вот, схимок, блядь, приходит стол. Стол, в принципе, неплохой, но без ножек. Мы звоним туда, говорим, Аджари Гуджу, где ножки? Карл. Он мне, знаете, что говорит? Ничего у тебя, говорит, не получится, кожаный ублюдок. Все туда заявочки мы вам сможем привезти, так как вы живете в Клину. Знаете, когда?
после Нового года. Я говорю, вы понимаете, что... Стол без ножек, блядь! Они говорят, это вообще никого нету. Вот если бы в Москве жили, я говорю, а давайте мы приедем. Они говорят, ха-ха-ха, нет. Нет, 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 так не работает. Мы вам привезем. Вы заявочку сделайте. Знаете, что мы в ответ сказали? Знаешь что? Бля, где-то у меня очки были. Представьте, что это невидимые очки. Готовы? Готовы? Я такой немножко подумал. Перезваниваю им, короче, с Тёмой, с директором. Так вот очки одеваю. Представь, музыка сейчас такая играет, пафосная. А тогда, говорю, мы делаем возврат. Обидно, да? Сука! Они говорят, нет, ну ладно, тогда, в принципе, вы можете приехать. Я говорю, ага, сраку вам, я говорю, возврат, сука! Обидно. Все, новый стол сейчас в Клину заказываю. Шо? А? А то после Нового года, да нахера оно мне надо? 5 числа, пока там все пьяные проснутся, опять ножки не те привезут. Пф, не буду больше ничего в Икеа покупать. Гадость. Блин, вот тут сделал коту дырку, чтобы он ходил гулять. Но он ушел, короче, и больше не возвращается почему-то. Опять меня какой-то мужик. Кстати, мне кто-то говорил то, что, типа, когда мы, помнишь, давно-давно видео с тобой смотрели несколько лет назад, алды помнят. Типа, помнишь, когда Барсик, это на елку-то он залез, его солдатик деревом срубил, эту елку. Или там на дерево, на какой-то, когда на провода это упало дерево. Короче, типа, всегда мне было интересно, почему залезает кошка наверх изи, а слезть она не может, она орать начинает. Типа, а в чем прикол? Кто-нибудь не объяснит? Это какая-то обратная связь кота или как это называется? Короче, типа она залезть может куда угодно, а вниз она сыт и спрыгнуть и, короче, не слезает. Как это работает? Ну, типа на дерево залезает на высокое и все. Почему они это делают? Продал за банку кукурузы. Прикинь, батя за банку кукурузы тебе отдал. Мой батя честный человек. За 2 банки кукурузы. Оу май! А мамка-то в теме. Молодец, молодец. Они не умеют назад пятиться. Ага, ты это моему коту скажи. Ага, да. Который в дырку с жопой вперед залезает, когда ему надо. А, да. Штора горит, блядь. Штора горит, да, сука? Штора горит. Сейчас я тебе, другалечек, где ты? Ну-ка, дай-ка мне сюда. А, штора, да, горит? Да? Штора, сука, горит? Да? Сейчас, мой хороший. Вот она, вот она. Бан, блядь! Где? Сейчас, давай, штора горит. Вот он, второй сидит. Копировать, вставить. Бан, блядь! Давай еще один. Где? Вот штор, нет, молодец. Сейчас я тебе другая. Вот штора горит. Ха-ха-ха. Давай, будем сидеть. Давай, и всем 5 Б будем сидеть. И говорить, что у Харда штора горит. Бан, нахуй. Потому, блядь. Обидно, да? Сука. Шкила. А вот мужику, мне кажется, не было весело. Знаешь бы, как собака прошла? Это мой кот, когда по подоконнику идет. О, все, давайте все спамить, штора горит.
Чё за конча, я не понял. Он же конченый. Пожалуйста, превью готовое. Пожалуйста. Парапам. Ну, это понятно. Офигенно, кстати, сделали. Так, Балтиморчик, тоже все подписывайтесь. Лайк, колокольчик. Кто не подписался, тот без писюна остался. Здравствуйте. Так, продолжаем наш разговор. Так, союз смеха. Давайте автоприколы посмотрим. Вот эти вот... Не, подожди, нет, жуткие существа. Нет, автоприколы. Существа или приколы? Что делать? Что, быстрее говорите. Ну? Шо? Давай страшилки. Да какого хера меня от всех каналов отписывает? Алло! Аджаре Гуджу! Ты слышь, ты тоже проверь подписку. А почему меня от всех вообще отписывает? Вообще, алло! Ютуб! Пакости, блядь. Я тебе бан сейчас дам. Гадости, а? Не, слышь, реально, а почему? Почему везде от всего отписывает вообще? То колокола выключает, то отписывает. На том фан-стриме только зомби Чеза моего любимого смотрели. Так. 8 жутких существ в метро, снятых на камеру. Значит так, во-первых, я верю в теорию заговора. Заговора. Да, сложно. Все те, кто, ребят, верят во всяких вот этих вот бабаек и существ в метро. Кстати, наверное, ночью, на самом деле, в метро довольно крипово. Есть же те, кто вот эти вот рельсы, шпалы обслуживает. Наверное, по туннелям-то криповенько, кстати, ходить. Типа, ну, без рофла. Если есть кто... Слушайте, может, надо вообще видео посмотреть. Мне кажется, там всяких этих... То крыс там какие-то показывали, страшные, большие бегают, то еще что-то. Как же они называются-то? Диггеры — это те, кто в пещеру спускаются? Сталкеры — это те, кто по заброшкам? Тихо. Напишите, как называется те, кто по рельсам там бегают ночами. Как называется-то? Метро не всегда является Чё, бля? для нас просто подземным транспортом, скорее чем-то Ой, зомби Чезу привет огромный, мой хороший. Я всегда вот лайки тебе ставлю. У него очень интересные видеоролики. темным и загадочным. Возможно, это из-за огромного количества фильмов ужасов, Туннельщик. где подземные станции метро и сам поезд выступают в качестве основной локации. Возможно, из-за огромного количества страшных легенд как о призраках, так и о различных монстров. Слушайте, а ведь он прав. Ты представляешь, сколько там на рельсы дебилов всяких сигает? Сколько разных этих случаев там в метро. Слушай, а ночью я даже никогда не задумывался, ведь по-любому есть какой-то перерыв, правильно? Во сколько там метро закрывается? Слушай, наверное, реально очень крипово там работать. Когда вот тишина, я имею в виду. Мне кажется, там всякие ужастики, страшилки реально происходят. Или это все потому, что в подземных туннелях метро очень легко от людских взглядов могут скрываться различные мистические твари. Чего? Вот как раз прямо сейчас это выясним. Досмотрите до конца. А, машинисты, ты прикинь, тоже машинисты могут тоже насмотреться. Слушай, ты начинаешь задумываться, страшно, очень страшно. Не перематывая. Как думаете, что это за существо? Может быть, просто человек? Посмотрите на его безумный взгляд и огромные зубы. Пишите в комментариях под видео, что думаете. А мы начинаем. Да просто типан какой-то с этими, с золотыми этими вставками, как они называются-то эти? Зубы-то эти золотые. А также не забудь подписаться на мой телеграм-канал, где ты найдешь все подписан, кстати. шокирующие и запрещенные видео. Да, и не забывай подписаться на наш канал. Ты там, конечно, шокирующий не найдешь, но ты там найдешь чат, общение и все инсайды. Да, hard insight. Два слова. Два. Hard.tk это TikTok, hard.inst это Instagram и hard insight без точки это... ютубом, которые не входят в выпуски канала Зомби Чеза.
Грилзы, да, Грилзы. Точно. 12 августа 2019 года в Московской Так, главный разоблачатель Ютуба всяких мистических этих на месте. Значит так, одеваем шапочки все из этого фольги. И просто по пунктам, как всегда в комментариях, ты знаешь, ты шаришь за эту тему. Ты со мной уже, тебя уже не обмануть. Значит, пишешь цифру и пишешь фэк или не фэк в комментариях. Понял, нет? Так, а я скажу свое мнение. А ты пиши фэк или не фэк. метро попало в объектив мобильного телефона мистическое существо. По сей день не могут выяснить, что это. В предисловии к ролику автор опубликованного видео сообщил, что приславший ему видео незнакомец вел съемку на заброшенной станции красной ветки метрополитена. В начале клипа мы видим какую-то темную насыпь, из которой затем появляется существо белого цвета. Оно поразительно похоже на змею. Через несколько секунд показывается тыльная сторона головы треугольной формы. Монстр оборачивается, и красные глаза смотрят прямо на оператора, а затем неизвестное творение природы прячется обратно в гнездо. Россия, метро, заброшенная станция. Да, там водится и не такое. Это что такое, я не понял? Змея из яйца появляется. А это какая-то мохнатка какая-то лежит. Шить такое. Лунтик родился. Что, дурак? Фэк, думаете? Что-то больно реалистичный какой-то фэк. Ну-ка, где она тут, эта шляпа вылезает усатая? По сей Так. Шить такое, блядь. Сука, как всегда, камера в 1555 этих 44 разрешения. Шить-то вообще такое лежит. Что это? Фэк, думаешь? Это змея. Да а с хера ли она с какой-то мохнатки-то вылезает? Это слизень, это змея. Заброшенная ветка красного... Стоп. Заброшенная... Где-то у нас такая заброшенная станция на красной ветке есть. Это что за станция такая? Я хоть и не москвич сам, что я первый раз слышу. Наебщики! Тихо. Короче, я не знаю, что это такое. Я реально не понял. Это какая-то мохнатка лежит. Страшно, очень страшно. страшное существо или призрака засняли два подростка, которые исследовали заброшенный Слышь, а как ты думаешь, ну в Штатах по-любому же, да, есть тоже метро? Стопудово есть метро. тоннель. Этот заброшенный тоннель существовал для рабочих, которые проверяли железнодорожные. Слушай, это реально крипово. Я никогда что-то не задумывался, что у у сотрудников метро реально настолько криповая работа. Это ночами, это реально можно обосраться там ходить. Пути в метро на их исправность. Это прикинь, как в этом, как в том самом видео. Тун-ту-ту-тун-ту-ту. Хей-о! Те с другого конца. Хей-о! Именно он нужен для того, чтобы в случае аварийной ситуации, например потопа, Охренеть. рабочие могли быстро Жилой потоп. выбраться наружу. После страшного случая, который был связан с электричеством, один человек здесь погиб, и этот тоннель закрыли. Так вот, два подростка, гуляя ночью по улице, обнаружили вход в тот самый тоннель. Они решили на свой страх и риск исследовать место. Парни пробрались по сырым и узким дорогам. Наконец произошло вот это. Прямо за спиной одного из друзей появляется жуткая фигура какого-то существа с ужасающим и удивленным взглядом. Ребята, долго не думая, бросают все, что можно, и сломя голову. Чего? Камера? Опять, сука, камера, а? Да что ж такое-то, а? Так, ну-ка, тихо. Так, сейчас мы быстро разоблачим эту... Что это такое вообще? Что это вылезло? Что это за шняга? Так, смешной, Да. ну-ка. Когда, я не пойму, когда в 2158 году камеры будут Full HD? Да что ж такое? Где этот лунтик? Прикольно, кстати, да, вещь так. Хрум. Ну давай, где? Так, фиксируем. Ать! Ну, типа хз, на самом деле, потому что... Во-первых, он очень долго камеру держал.
Ну ты представляешь такое увидеть на самом деле? Да вы бы камеры все нахер побросали. Я думаю, фэк. Фэк стопроцентный. Вот посчитайте, смотрите, вот я сейчас без замедления включу, сколько он по времени камеру держал. Стопроцентный фэк. Отвечаю. Просто реально. Смотри, фиксируем, сколько он камеру держал. На свой страх и риск исследовать Смотри. место. Парни пробрались по сырым и узким дорогам. Наконец произошло вот это. Прямо за спиной одного из друзей появляется жуткая фигура какого-то существа с ужасающим и удивленным Ага, и он столько времени на него смотрит, да? Серьезно. Это Валера бомж разбудили. И он, знаешь, типа такой смотрит. Не крикнул, не пискнул, не типа такой: «А, боже мой, кто это у тебя за спиной? Ой, какое удивление». Всем похер. Знаешь, это как обыденность. Серьезно. взглядом. Ребята, долго не думая, бросают все, Ага, да. И уже следующий кадр, как они бегут. То есть нет вот этого: «А-а-а», знаешь, когда камера вот так раз и побежала. Фэк, бля! что можно, и сломя голову, прекратили свою работу, и за съемку видео взялся парень по имени Уилл. Уилл – блогер, который любит заниматься экстремальными путешествиями по подземным станциям метро. В поиске Я вот одного не пойму. Короче, это с какими яйцами надо быть чуваку? Реально вот. Сейчас не лагает, все окей. Все хорошо сейчас. Все, F5 просто прожмите. Не-не, сейчас все окей, сейчас все нормально. Слушайте, реально это каким надо быть типом, чтобы вообще вот ходить по вот этим... блин, это же я сейчас скоро так же буду ходить. Слушай, это реально крипово. Это реально крипово. Но я говорю, видишь, YouTube моросит, потому что у меня 0 дропов. Видишь? Это ютапчик, ребят, моросит. F5 просто прожмите. Слушай, это реально крипово. черного вот таким выхода из вещам станции ходить. метро, чтобы не попасться охранникам, парень обнаружил закрытую дверь. Судя по всему, это и есть выход. Уилла очень сильно озадачила странная Охренеть. слизкая субстанция, которая обволакивает весь пол и стены. Что это такое? Он пробует открыть дверь, и к его удивлению, она оказалась открыта. За дверью находилась очень темная и маленькая комната, в которой, судя по Додова! Кого, ёпта? всему, живет это инопланетное существо. Такое чувство, что инопланетное создание уже кого-то ждало. Возможно, сотрудники метро его кормят, а существо было в предвкушении еды. Ну, это чисто мое предположение. Уилл по понятным причинам побежал, что есть силы, в другую сторону искать выход из... Ёб твою мать, ты вообще себе представляешь такое вообще увидеть? Что-то больно реалистично как-то это все выглядит. Но знаете, что смущает? То, что оно целиком, это существо, не вышло. То есть такое ощущение, что знаешь, как кто-то куклу опять же на руке. из метро. Видишь? Видишь, то есть до конца, опять же, не видно. Это всегда такая тема. То есть она как бы, знаешь, такая, оп, и все. А почему так редко стримы? Ребят, стримчики, все игровые стримы у нас на канале Hard Games. Второй канал, это там игровые стримы. А здесь просто фан-стримы, фан-нарезочки. Так что обязательно подписывайтесь на этот и на тот канал. И добро пожаловать. Сразу, кстати, после этого стрима у нас челлендж, который будем проходить на Hard Games. В Diablo 3. Слушайте, ну, я думаю, фэк. Ну, сам фэк это. 29 июля 2018 Не знаю, тройка, я не года верю. по сети распространилась информация о необычной находке в резервном метрополитене украинского города Львов. Поймали жуткое создание, идентифицировать которое ученые не могут по сей день. Фотографию жуткого животного выложил в социальной сети мужчина по имени Василий. Он попросил людей помочь ему с выяснением вида существа. Внешне монстр похож на летучую мышь, однако таковой не является. Разгадать тайну животного пока что не получилось даже у ученых. Что Возможно, такое, блядь? люди выловили мутанта, помесь нескольких видов животных. К сожалению, комментарии экспертов отсутствуют. Как думаете вы, что это за мистическое существо? Этот Слушайте, ну, возможно, реально, как... Вот это, возможно, реально аномалия в 4 была. То есть, возможно, такое. Но есть такой вопрос очень простой. А как
смотри, климат у нас меняется. По идее, уже говорили на эту тему, то, что сейчас во всяких тропиках, еще где-то могут находить уже огромных змей, там, кальмаров, там, каких-то здоровых. Так что, слушай, ну вот это вполне возможно. Реально вполне возможно. Потому что, ну, какой-то лошадь вперемешку с... Я даже не знаю, что, вот что это вам напоминает? Это какой-то, ну это летучая мышь. Лошадь трахнула летучую мышь, что ли, я не пойму. Что это такое, блядь? Что пожилая мутация какая-то произошла, реально. Так, ладно, продолжаем. Но вот это, возможно, Этот реально крошечный такое. гуманоид лежит на полу прямо посреди платформы в метро Берлина. Он беспомощно вытянул руки перед собой. Такое чувство, что он полз куда-то в безопасное место и не дополз, замер на боку. Если Что такое? присмотреться к внешности существа, то видно, что его голова немного темнее, чем туловище. Похоже, что у него два глаза и тонкая линия рта. Также присутствует что-то напоминающее хвост. Определенно, это не ящерица. Бля, мне кажется, если бы у нас в час пик где-нибудь на кольце бы пересаживались вот так вот, всякие гуманоиды бы переползали, там бы просто бы на ботинках бы разнесли по всей Москве эту шляпу. Это кто-то на свай закинул, короче, выплюнул на пол. Это реально, ну что это такое? Что-то, ну, ручки, ножки, огуречек, что это? Вот это хвост, нога, непонятно, ни хера. Что, поближе не мог, что ли, сфоткать? Алло! И не похоже на грызуна. Так, Грызун. что же это за существо? Пишите ваши предположения в комментариях под Это видео. на свай выплюнули. Пацаны просто Северная кидали. Каролина, Бывает так. 2015 год. Местные работники прибыли на вызов. Проблема заключалась в засорении канализационной трубы. Вот Чтобы она найти место, камера, где ёпта. забита труба, рабочие 13-й отправили год. внутрь камеру с дистанционным управлением. Вместо чего-то банального, они обнаружили странную субстанцию внеземного происхождения. Это явно живой организм. Мясистая, пульсирующая капля, чем-то напоминает сердце. Что-то я в метро вообще передумал больше спускаться. Ну его нахер. Самое жуткое, что эта субстанция не одна. Вот, взгляните, их больше. Это видео удивило и озадачило ученых со всего мира. Позже эти кадры проникли в интернет, где Что-то днями и блевотина, я не ночами понял. по сей день люди обсуждают, что Пожилой это за симбиот? чертовщина. Об этом даже говорилось в департаменте коммунальных услуг. Но ответа так никто и не дал. Просто-напросто подземную трубу запечатали, побоялись, что это может быть опасно для людей. Никто так и не узнал, что это за инородная форма жизни. А как думаете вы? Пишите свое мнение в Что это за комментариях херня? под видео. Слушай, я сразу фильм этот вспомнил про Чужого, реально. Слушайте, что-то больно реалистично выглядит. Либо так кто-то заморочился. Но если это на самом деле, я хер его знает. У меня есть только один вариант. Это даже не из Чужого, это, короче, зерги из Старкрафта. Реально, слизь свою просто раскидывают. Что-то как-то больно реалистично. Прям совсем реалистично это все выглядит. Морфы. В одном из вагонов Арбатско-Покровской линии О! в окне проявляется лицо девушки. На видео заметно, что в ближайшем левом окне поезда начинает проступать лицо. Ай, да, В течение конечно, бля. нескольких секунд это лицо неоднократно появляется и пропадает. Затем при Ну, поезд едет, но это стопроцентный блик от какой-нибудь херни, от какого-нибудь здесь фонаря, который он проезжает. Да нет. внимательном рассмотрении не, видно, шляпа, как шляпа. вверх по стеклу поднимается призрачная субстанция. Судя по Шляпа, тайм-коду шляпа, записи, 100%. эти загадочные события произошли 9 сентября 2009 года. Среди сотрудников метрополитена 9-го. уже давно ходит легенда о том, что в одном из вагонов Арбатско-Покровской линии в окне проявляется лицо девушки. Как пишет издание, это происходит каждое 9 сентября каждого года. Это видео было записано в метро Мехи. Ну, короче, если реально об этом знают сотрудники метрополитена, ну, может быть. Ну, хз, короче. Есть специальные же, да, вот такие стекла, типа, которые, специальные стекла, которые, как сказать, они такие, как выгибаются, что ли. Я не знаю, кто в метро ездил, наверное, меня поймет. То есть они не ровные, а такие какие-то они, как это. Не знаю даже, как это объяснить-то.
Ну, хз, может фейк, может не фейк. 50/50 я ставлю на 7-й номер. Типа такое. Может, реально что-то есть. Мехико. Техническое обслуживание метрополитена производят по ночам. В это время проверяется безопасность и оснащение Сука! составов, выполняются ремонтные работы. Странные звуки, исходящие из-под поезда, заставили одного из рабочих записать их на телефон. Наверное, он хотел пересмотреть видео, чтобы понять причину неполадок, но то, что он услышал в конце, дико его испугало. Se le acerca estoy allí como ronca. Внутри тоннеля доносится чей-то крик. Странность заключается в том, что автору видео все равно на голос, будто его нет. Он услышал его тогда, когда пересматривал свою запись. После этого на расстоянии доносятся и другие звуки, в то время как поезд продолжает издавать скрипы, которые полностью завладели вниманием работников. Есть ли всему этому ответ? На рельсах метро погибло множество людей, и, возможно, их крики являются вечным напоминанием о последних минутах жизни. Я вам говорю, вот это вот вполне возможно, потому что как же оно есть? Ребят, как оно называется? Типа, когда города-призраки, корабли-призраки. То есть место запоминает какие-то события, и после чего вот такие вот вещи начинают время от времени появляться. Я сейчас очень много просто, готовлюсь к путешествиям по заброшкам, по всяким мистическим местам, вот даже в Подмосковье вот я смотрю. И фишка в том, что реально таких мест очень много. Очень много. То есть то, на что мы можем даже не обратить внимания, ты спокойно проезжаешь это место, а бывает, что там реально вещи творятся там ночами какие-то, то есть там куча документальных съемок. Поэтому, вполне возможно. Я, конечно, как скептик больше отношусь ко всему этому, но страшно это очень страшно. Если, реально вот такие вещи услышать, ты прикинь, ты, допустим, один там он ходит, работяга обслуживает этот вагон, там слушает, да, там колеса проверяет или там еще что-то, какие-то крепления, и такая херня услышится, ты представляешь, что с сердцем будет? Масленникова, ребят, не могу смотреть. Утопия Масленникова, так пока что я и не связался. Так Что думаете? сорян. Пока никак, ребят. Потому что могут канал забанить. Я пока не получил разрешения, не могу посмотреть. Данные кадры были сняты в метро Лондона. Но от себя хочу сказать то, что очень крутое видео у Димы Масленникова. Я прям в запой посмотрел все серии. По-моему, на вторую серию «Перевал Дятлова» я попал прям... Вот только-только она вышла, я ее посмотрел, по-моему, 2-я или 3-я серия. И огромный труд проделан, очень интересно. Я скажу, что я прям смотрел, мне было безумно интересно и очень крутая работа. И огромная работа проделана этим человеком и его командой. Так что это прям респект, реально. В Прям вот от души говорю. 2004 году. Автор неизвестен, как и происхождение этого существа, которое попало в кадр. Хоть и видео в плохом качестве, но оно все равно пугает. Что-то зловещее прямо внутри туннеля. Жуткое, сгорбившееся существо спрыгивает вниз, перебегает на другую сторону платформы и скрывается в темном туннеле. А на этом у меня все. Петрович, ты ли Я это? надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если хотите продолжение. Короче, прикольная тема, но под вопросом, потому что что-то мы увидели какой-то маленький кусочек, какую-то тень. Сложно. Последнее вообще я не понял, по-моему, вообще фейк. Да, но есть несколько моментов. Вот самое интересное в этом ролике для меня это поезд, вот где он крики услышал, возможно такое. И вот эта слизь, я вообще ни хера не понял. Либо это зерги там завелись у них реально, со Старкрафта прибежали там. Либо я хер его знает, что это такое, но слишком правдоподобно. И видно то, что снималось реально вот на это оборудование, типа, которое в метро. Такие камеры слишком, знаешь, прям видно, что она почему-то едет. Я не думаю, что в метро им бы дали так вот, там рельсы проложить специально. То есть, не знаю, может, со съемок фильма, конечно, какой-то, и сказали, что это с метро. Не знаю, пишите ваши, ребят, тоже комментарии внизу по ссылке, в комментах накидайте, но
Я хочу заметить, что в этом видео есть моменты, над которыми надо подумать. А, еще вот это вот на Арбатско-Покровской линии, то, что в метрополитене, типа, каждое 9 сентября появляются этот блик вот этой женщины. Кстати, может быть, кто-то работает, может, у кого-то родители работают в метро. Слышали, не слышали об этом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если реально слышали, то это будет очень круто. Обязательно комменты почитаю, очень интересно. Так, ну а мы переходим к следующему ролику. Давайте Серго мы посмотрим. Слушай, это реально вот интересно. Прям реально интересно, братва. Прикольная серия. Так, надо автоприколы посмотреть, разбавить атмосферу. Сразу лайк. Опять и меня и от Серго отписала. А, это второй аккаунт мой. Боже мой, это с Hard Games канала, я смотрю. Ай, понятно. Стример не тупой. Ну и ладно, а я еще и с этого аккаунта на всех подпишусь. Я думаю, что меня отписывает? А это я, короче, с другого ака. Вот, ребятки, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь тоже на канал. Нас ждет 21 год, а это значит заброшки, мистические места. Сейчас розыгрыш автомобиля, напомню. Ну и новогодний мерч также уже есть по ссылочке внизу в описании. Так что как-то так. Заходи давай. Ай, ну давай. Аить. Так, автоприколы. Сейчас опять кто-нибудь что-нибудь намастерил. Надо посмотреть. Как ты въебешься сейчас, нахуй. Какое движение, Боря, говоришь? Реверсивное. Вот это пробку объезжаем просто с перевала. Поебать. Сейчас будет прикол, когда навстречу машина поедет. Вот все, прекрасно. Вообще самое, ага. Иди Все, сюда, сейчас решим, не переживай. Ага. Минус вправо. Придумайте название вот этому вот этой штуки в комментариях. Говномес, я не знаю, глиноход. Как еще его обозвать? Типа хз. Это со съемок. Нам уже сказали, что какой-то фильм снимался. Мы тогда тоже удивились, где-то какой-то видос увидели. По-моему, даже на игровом канале. Это со съемок. Мне ребята в комментариях написали, типа, съемки какого-то фильма. Мне даже эти пруфы кинули. Слишком крутые тачки, да? Буравчик, прикольно. Сейчас бы мне Porsche, конечно, центр, да, какой-нибудь отписался. Там на Ленинградке в Москве. Сказал бы: Алексей, здравствуйте. И я такой, знаешь, типа, да, здорово, что хотели. Они мне такие: а вы знаете, у нас вот здесь вот Porsche Cayenne стоит. И ждет вас. Чихнул я первый раз за день. Я, конечно, не подстрекатель. Пацаны. Жду звонка. Плюс клип. Найс тайминг. Вот за такие вещи, кстати, опиздюлиться можно вообще на раз-два. Ну все, чихнул, все в чате сразу. Помянем, спаси и сохрани, ковид. Не корона, бро, не корона, нет, не корона. Точно не корона, нет, не корона. Тихо. Ты минус 12 раз. Ой, бля. Что-то они ее жестко больно засадили. Прям вообще конкретно. Да! Подожди! Я вот тут снимаю, вот тут снимаю. Подожди! Ебать! Ильдар, Тут снимай. ваши слова. Батя, тебя тут чуть-чуть тоже, да, ранило? Не знаю, может. Бля, братан, а ты как жив-то вообще остался? Видео вспомнила, когда ты помнишь, рисовал? Там полголовы, блядь, снесло. А я думаю, хуй даже кто переживает. Охренеть.
Пипец, а как он вообще, как он жив-то остался? Пипец, а он, видать, даже не понял, что, короче, слышь, произошло. Ты прикинь, там просто на вылет. Я вот тут снимаю, Я не пойму, у него там ангел-хранитель вообще его задефал, что ли? Или как это вообще? Вот ты представляешь, там, мне кажется, он просто, ну, там миллиметры. Подожди. Прикинь, просто Ильдар, тут снимай. ваши слова. на вылет. Батя, тебя И вот после такого вот ты реально начинаешь слово везение понимать. Хуйня же кто переживает. Леночка по телефону разговаривает. Бля, я даже не видел, что переднее стекло тоже, бля. Я за заднее испугался, бля. Это, слышишь, как в пункт назначения я сразу фильм вспомнил. Это повезло, это повезло, это вообще ничего не сказать. Шах и мат атеисты. Я вот увидел в детском мире такую машину детскую. Бугатти называется. Все отличие в Что том, я реально что под это впечатлением. не Представляешь, что аккумуляторная, мне кажется, на следующий день чувак машинка с проснется одной после педалью. Бухича, он скажет, а самое что ни на есть Вторая настоящая жизнь прокляла. бензиновая машина. Только детская. ага, и стоит она сколько? Интересно, ценник ее. 300. Объем двигателя 169 кубических сантиметров. Вот. Двигатель Subaru четырехтактовый. Максимальная скорость 25 километров Скильки? в час. Топливный бак на 3,5 литра. И самое интересное, стоимость. 300. Это, чтобы вы понимали, квартира двушка с хорошим ремонтом в моем городе. В детском Вот мире такие машинка замечательные стоит. машины покупают нормальные люди своим детям. Да? Бля, главное моему не показывать. Это какой-то зайди. Я даже спрашивать не хочу, что это такое. Стоп, я просмотрел. Это что, автобус с виду? А, ну это автобус. Охереть. Не, ну а что ты сделаешь? Ты сразу назад щемится. Там уже горит конкретно она. Подходить тоже может бахнуть бак. Блин, печально, обидно. Да. Алло, Александр, я извиняюсь, что в обед звонил. Ну говори быстрее, ну иди твою мать, ну нету времени, минуты, вот, и, блядь, вот, один за другим, да-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 да, ну что надо, Дим, ну что еще, блядь, надо вашему участку, он просто работать может, 2 единицы техники, несчастных, блядь, и 20 человек, вы можете, блядь, чтобы 20 минут меня, нахуй, не беспокоить, просто работать, блядь. И это нереально, нахуй, нужно в доме ночи, напишите, таки, ну что за хуйня, блядь, буду нахуй. Просто два мастера, блядь, 20 человек, 2 единиц техники, и в доме ночи, таки. Ну за хрень, блядь, буду. Да мне просто посоветоваться с вами надо, Ну, бля, ну, заебало уже, блядь, с утра до вечера, только, блядь, вот, Дима, дайте.
Твою мать, блядь, ну бывает. В краину мужика достали просто. Спасибо, ребят, за спонсорки, кто оформляет. Спасибо. Спасибо за поддержку. Да ладно, он должен въехать. Давай, мой хороший. Да не, должен забраться. Бля, пошла. Легчайше. В Москве чистят снег. Молодцы. Снег — это прежде всего отмывание городского бюджета. Ох, как он накидал. Ох, как он накидал. Вот это да, ребята. Дела делают. Вычеркиваем. Ну, может, мечтал. Ты, блядь, ты тварь, блядь. Подуй на руку. Самая быстрая рука на Диком Западе. Избежала только что пожилого бана, блядь. Просто реакция белки, скилл мангуста, просто многолетний. Тварь, да? Я тебе там... Ты что такое, эй? Бан, блядь. Осуждаем. Осуждаем. Мы не на Твиче. Пох. Лех, спасибо за випку. Спасибо. Спасибо, пацаны. А, еще одна тут. Язык выпечила. Сейчас банчик прилетит. Так, ладно, давай дальше посмотрим. Так, кстати, отвечу, пока есть время, отвечу на один вопрос, очень часто распространенный. В комментах ребята прям строчат, как будет розыгрыш тачки. Ребят, я в первом видео сказал, может быть, кто-то прослушал. Тачку разыграем прямо на стриме, просто по репостам. Пост я сделаю после второго ролика. То есть будет сразу пост, и во втором ролике, вот в следующем уже как раз по тачке, у нас будет полностью все готово для розыгрыша. Уже можно будет репостить. И на стримчанском возьмем с вами и разыграем. Так что как так. Из условий подписка Telegram, Instagram и 2 канала Ютуба. Вот этот и Hard Games. Ну и все, наверное. TikTok там по желанию. Hard VTF канал, это с приколами со стримов. Ну не знаю, типа там тоже как хотите, подпишитесь. Так что и все. И все, обязательно не пропустите второй ролик. Я везде оповещу, особенно в инстакарточке. Все скажу, все покажу. Да. Так, все, погнали, ладно. Засмеялся, подписался, приколы. Это тест на психику, ага. Блин, вот тут сделал коту дырку, чтобы он ходил гулять. Мне интересно, для чего вот это. То ли, чтобы вода отсюда сливалась, так как балкон не застекленный. Ну, он ушел, короче. То ли реально для кота. Я бы очень хотел думать, что это для воды все. Я же являюсь. Спасибо, ребят, за подписки. Спасибо. Блин, прикольно. Так, эй. Блин, как Кен-блок закладывают. Смотри, ля что делают. В Киберпанке мотоциклы есть? А, есть точно. Все, я катался, я вспомнил. Это я туплю. 7 лет, да, игру делали? В России выплатили по 5000 на ребенка до 7 лет, а так происходит в соседних с Россией странах, где таких выплат и в помине не было. Чё, блядь? Вот если ты вот такой в метро встретишь ночью, вот от этого точно можно обосраться. На 100% просто. Это еще и пацан, да?
Нихера себе, ты епта Робин Гуд. Want a treat? Спасибо за лайкос, ребят, спасибо. Стрим просто первый крашнулся с первой половины, ничего страшного. Но ничего страшного! Тяу-тяу-тяу-тяу! Шо? Нихера себе, там 50 евро. Минус стекло, смотри, фиксируй. Слава Брайтон. Игровой канал с высоты... Ага, да, игровой канал есть только один. Берешь, заходишь на YouTube. Вот здесь вот берешь, вот так вот пишешь в поиске. Hard. Тихо, не так. Вот, Hard Games. Заходишь вот сюда вот. Вот сюда подписываешься, а здесь, блядь, столько разных... какая шапка. Зашел вот сюда вот. И пошел контент, тут коллаборации. Недавно он играли с футболистом этого пожилого этого Спартака. Тут с кем только тут что-то только не происходит, да? Тут шоу-матч с бостерами, да? Тут прям контент на контенте. Заходишь, ага. Так, подписывайся, давай, заходи. Вот так надо рекламировать каналы. Как боженька просто сказал. Это грех, блядь, не подписаться. высочайшим качеством... Как раз, кстати, сейчас после этого стрима сразу пойдем играть с вами. Ага. В D3. Ага. Видео и звука. На канале ежедневно... Хоть бы раз вот взяли, от меня вот запихнули куда-нибудь. Ага, сейчас. А где лапша моя, которую вчера вечером не доел? Я ее в холодильник убрала. Кто, лапша? Найс футболка. Остыл. У меня есть вопрос. Это очень важно, потому что мне здесь случайно в ТикТике попался попался видос, там, где чувак, извините, кто с Сибири, ребят, я правда, я не помню город, как правильно называется, короче, там типа минус 52. Он берет чайник, прям вот с чайником из дома выходит, берет лапшу, короче, он ее заливает в падике, то есть в подъезде, и выходит с ней туда, на улицу, и вот так вот ставит вилку. Кипятком, я напомню, кипяток заливает. У меня такой вопрос. И типа лапша вот так застыла. Фейк или не фейк? Вот кто вот оттуда, кто, ребят, у кого там минус 40-50 градусов? Это правда или нет? Ну, по идее, она скорее всего вот так застынет. Потому что, ну, при 40 градусах точно она должна так застыть. Минус 52 не бывает. Ты это пацанам скажи, Ага. Вот не фейк все пишут. Не фейк. То есть она моментально застывает? Вот в чем вопрос. То есть она сразу прихватывается, либо надо вилку подержать. Потому что чувак, он знаешь, как сделал? Он выходит, он такой, знаешь, помешивает, выходит. То есть он уже залил лапшу, ставит чайник, на улицу выходит с плошкой и такой помешивает вот так вилку, знаешь, херак наверх. Потом вот так держит, и у него вилка сразу, прям сразу застывает. Буквально, ну, 2 там минуты, типа там, знаешь, как он, видно, что он ускорил видео. Но сразу, там, буквально минута, ну, может, 2 минуты. Но мне кажется, на таком морозе реально она быстро застынет. Она прям как кристалл будет. Блять, ну, очень интересно поэкспериментировать, но, к сожалению, у нас морозы, ну, максимум, ну, 10 градусов. Такое у нас нельзя будет сделать. Это надо будет долго держать очень, так неинтересно. Физика. Да, и, кстати, я недавно узнал, вот Русмидас правильно пишет, адмен, горячая вода застывает быстрее, чем холодная. И все такие, сейчас в школу первый день, когда с дистанционки придут, на физику урок заходят, такие, на химию. Такой, знаешь, на последней парте 10 лет чувак сидел. И такой в 11 классе. Сразу, 1 сентября. Я, бля! Раиса Захаровна, что тебе, Петенька? Он говорит, а вы знаете? И такой, знаешь, на ходу очки одевают черные. Что горячая вода застывает быстрее, чем холодная. На морозе. И все такие, что это
Как ты вообще-то 5? Это не в году, это вообще, это тебе сразу автоматом 5 вообще везде. Ты как это вообще делаешь? Как ты это узнал? Девки все такие. Боже мой, он не чмошник, он просто красавчик. И все благодаря кому? Не благодари. С тебя подписка. Нахер киберпанк. Ля какой. Это этот Акита, Макита, как его? Киберпанк. Блин, мне реально этих наплой, кто пацанам ждал, реально жалко. Ром, 100 раз по этой дороге проезжал. Что, слепой, что ли? Заткнись. Ну нахуй. Пойдете отсюда, пизду. Привет. Значит... Блять, ебать, я рот нахуй! Ети, что ли? Че это интересно за хоррор такой? Так. Я очень надеюсь, что вы это не сделаете. Я не знаю, что это за хоррор. Сейчас скажу великую фразу. Так, надо подписаться со второго канала, кстати, ты тоже не забудь. Если это видео наберет, давай как всегда, 50 тысяч лайков, не вздумайте. Даже вообще, вы знаете, как я в хорроры играю. У меня и так уже волосы седые, вон все, везде. Так что это амнезия. Это будет не амнезия, это будет предсмертные судороги, увидите на стриме. Мне нельзя в такие хорроры играть. Потому что я спойлеры не смотрю, мне страшно. Но интересно. Так что 50 тысяч. И погнали. Сразу, вне всяких этих сделаем. Вне всяких, что у нас на очереди, Сразу одну серию. Сразу. Одну серию вот по вот этой игре. Сразу, жестко. На канале Hard Games. Сразу в корячу. Ага. Барсик. Че он интересно ему дал? А ты тут откуда взялся? This is our flashlight. Опять меня. Ты прикинь, короче, слышь? Берешь на балкон, мутишь вот такую тему. Прикинь, просто в соседний дом. Да! Там сразу. И сказал Господь, встань и иди, говорит. Бог говорит, это ты. Все, говорит, свет в конце туннеля. Как, блядь, самолет садится, прожектор. Ты представляешь, что здесь за батарейки, во-первых? И какой будет от него свет? Это... Мне кажется, там дом оплавится просто сразу. Ты вообще, ты прикинь, что это за фонарик? Ты посмотри, он поворачивает. Ёб твою мать, это что такое, я не пойму. Ну ты прикинь, он посветит. Это, я не знаю, тут, мне кажется, он землю насквозь просветит, просто как рентгеном. Страшно, очень страшно. Эх, сейчас бы в Скайримчик серию. Опять меня какой-то мужик продал за банку кукурузы. Да. Батя за банку кукурузы тебя отдал. Мы видели батя такое. Честный человек. За 2 банки кукурузы. Wait, hang on, stop! You don't want to do this! Listen, I've been a good boy! I've been a good boy, please! I've been such a good boy! Don't do it! No! Смотри, вот да, вот человек идет. Офигенный, кстати, чувак, стример.
Лайк поставлю за него. Долбояща. А где он? Блять. Слышите? Сейчас Володю посмотрим. Это, конечно, смех смехом. Но что-то это... как интересно, пацан поживает вообще в целом. Он куда, блядь, в Нарнию провалился или куда? Ты представляешь, какой шанс прыгнуть в кучу снега и попасть четко в канализационный люк, открытый именно? Ты вообще, ты представляешь, каким надо рандомом обладать, рандомным невезением, чтобы вот так вот влететь туда? Так, за Наруто лайк, ёпта, куда еще один поставить? Блять, Дима. Будь, пожалуйста, со мной аккуратней, с рукой в жопе первый раз. Вот он. О, до свидания. Одеялом, да? Что ты делаешь? Ой, блядь, ёб твой рот, ёбана в рот, пиздец, что-то нихуя себе. О! Нам не насрать. Нам похуй. И тут Спокойно, ну бывает. Ну. передо мной огромная поляна мха. И Деду срочно. Скриншот. Спасибо, ребят. Спасибо за количество лосей такое. Спасибо. Спасибо. Стрим крашнулся, но ничего страшного. Как говорится, мы с вами держимся, несмотря ни на что. Спасибо. О, на космодром получил. Теперь будет много стримов. Каждый день ролик. Каждый день ролик. Вот если нет ролика, сразу розыгрыш. Сразу. Да. Конечно. Так что все, каждый день какие-нибудь или ролики, или стримы. Ты что делаешь? Вообще? Написано, увеличивает объем в 4 раза. Things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Salam alaikum. Alaikum assalam. Подожди. Сейчас как раз зима, и у меня тоже есть пиздюк. Как раз, кстати, снег выпал. И а чё он только ест и это кекает? Это польза должна быть, нет? Завтра, я чувствую, мы поиграем в снежки. Так, тихо. Так. Если, короче, вот 60 тысяч наберется, я тогда в ТикТок выложу. Все. Забились. Все. Все. Бля, главное мамке это не показывать. Мне кажется, она это не одобрит. Так, тихо, все нормально. Все нормально. Но это будет игра называться в снежки поиграть. Это не считается. Это как будто мы играем со снегом. Это не считается. Тихо! Все, 60 тысяч, я договорюсь. Ну, поживу я в студии 2 дня. У меня диван для чего, я, ты думаешь, здесь поставил? И ты что думаешь, я просто так здесь диван поставил? Я знал, что контент в 21 году будет пушечный. У меня есть еще матрас и холодильник есть. И он с Red Bull, ребята, видишь, что подогнали?
И премия «Отец года» вручается каналу Hardplay. Браво, браво, браво. Тихо. Ну нету щетки у меня во второй тачке. Уже в одной, точнее. Одну я продал. Нету. Ну и что? И что? А где? А как? Руками чистить? И вот и все. Тихо. Change? Yeah. Big change. Так можно было? Все? А, нормально, говорю, все. 60 тысяч лосей. Бля, мне же сейчас как раз перед Новым годом тачка новая должна прийти. Мне сказали, что она уже в Питере. Ну, извините, блядь, все карты сходятся. Извините, извините. Найс. Вообще не считается. Чего? Да никого, блядь, здесь нет! Ну хватит палить меня, сволота! Блядь, это гром или что, или палят меня? Мы нашли Бекмана! Помянем. У меня кот так тоже иногда дергается. Страшно, очень страшно. Ля, дурак. Ну давай, покажи, что... Редко, но у него бывает, у него прям весь начинает. Смотри результаты. Чё, ты хоть раз бабу видел? Чего еще раз? Он говорит, субстанция такая есть с сиськами и пиздой. Может быть, слышал? Не, бля. Вот такие фемки. Как канальчик-то, говорит, называется? Сержант, веди. Я вспомнил. Вышла же на колду. А сюжетка вышла уже на колду? Я-то думал... Бля, точно. Слышь, а сюжетка на колду вышла. Может, нам сюжетку на новую колду пройти? Сказали, очень крутой, типа этот... Да, все пишут. Ёпта, а как? А чё же вы мне не напомнили-то? И я забыл. Я забыл, прикинь. Бля, нам надо сюжетку в колде пройти. Вы чё, это вообще, наверное, интересно. Ой, я добил, а. Сорян, пацаны, я пройду обязательно. Тоже на хардгеймсе пройдем. Прям на стримах. Минус пресс, смотри, фиксируй. Это вечный телефон. Это был неубиваемый телефон просто. Ну выбей ее, блядь, она ж трухлявая. Вот, пожалуйста. Это вот когда Сашеньку с собой взял. Вот у каждого в компании есть вот такой друг. Вот в каждой компании есть. В каждой. Напишите в комментариях, как у вас вот друга зовут. Вот, пожалуйста. Вот это вот вот в каждой компании, даже взрослых, сука, людей есть вот такой человек. Абсолютно в каждой. Вот кто бы мне что ни говорил, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Да, у меня есть вот Саня. Вот такой вот знакомый из Зеленограда. Да, напишите, как у вас зовут такого знакомого. Здравствуйте, мой сын носит футболку с вашим изображением. За 2 дня его уже трижды обплевали и даже обоссали. Представьте, что будет, когда он выйдет из дома. Они ушли-то. Блядь! Что это? Найс. Хух ты ж ебать, это остаточные пружинные механизмы в телефоне зазвонили. Другого объяснения здесь просто нет. Откуда он это знает? Слушайте, ну годно, кстати. Хороший контент Союз Смеха подвезли. Я на вас со 2-го канала подписался. Да. Чтоб в комментариях тоже написали, что подписались с 3 сразу каналов. Так вот, многоходовочек. Да, спасибо. Так, что у нас тут? Так, вы мне сказали, подождите, вы мне сказали, Леха, посмотри новый трек, кого там?
Шпили, Шпили-Вилли, как он называется? Как? Чидачи нет, как он называется-то? Кого вы мне просили? Мияги. Мияги. Ой, мне Мияги нравится. Мне в последнее время, я говорю, мы его слушаем. 21 час назад. А клипа еще нет. Может, клип дождемся? Не, ну так неинтересно слушать, ребят. Это надо с этим. Это надо клип смотреть. У него клип хороший. Давай клипа дождемся. Давай сделает клип и посмотрим. Давай пока четкого пацу. Сейчас. Четкий. Паца. Что там? Слушайте, я давно четкого пацу не зырил. А эти? О, день назад. Так. Так, четкого пацу мы давно с вами не смотрели. Так, ну-ка, давай-ка. Ай. Ты, кстати, заметил, нет? А вашей маме зять не нужен? Ау? Можете своим знакомым скинуть. Девочкам только кидайте. Они как всегда. Так, все тихо. Тихо! Сидит там. Поехали. Так, Эль, проблемы, четкий пац. Дай сразу поставлю со второго канала. Как я релогнулся сразу на хардплее. Все видеоролики были с Hard Games релог. А здесь сразу на хардплей. Так, все, поехали. Эль, проблема, пародия Моргенштерн и Тимати. Ай, ну, как говорится, давай. 3 минуты всего. Дороги школи сквери, лиш на паперах тільки Панамера, у Панамера, у пенсіонера, пенсія мізерна, а у Панамера є Панамера. Так! А ну-ка, дайте-ка мне, я украинскую мову-то еще не до конца выучил. О, я стараюсь. На стримах мне рассказывают. Я стараюсь, мужики. Стараюсь. Вот, давайте, чтоб я еще это... Давайте, субтитры. Клянусь, я за це крісло ніяк не держусь. З думками про вас тільки спати ложусь. Бо мером місцевим був ще мій дідусь. І прадідусь. Тож балотуюсь у мери ще раз. Рішучих змін у селі настав час. Хто не за мене, той сі, яких? П'ята колона Російської Федерації. Знаю я, напевно, що людям треба. А звідки Панамера, у Панамера? Перерва. Панамера, зачекайте, не тікайте. Звідки Блять, я тебе, значит, рассказываю. Я прошу прощения всем фанатам четкий пацы. Я просто обязан это, блядь, рассказать. У нас, значит, расскажу вам одну поучительную историю. У нас, значит, был губернатор в моем городе. Блядь, властвовал он долго. Кстати, дороги были хорошие в городе, хочу заметить. Но! Когда, значит, в дом к нему пришли ребята с утренника в масках, постучали, там денег нашли, блядь, столько. Это еще не все. Можете посмотреть, у нас город Клин. Это вообще, я удивлен, что его в Подстриганск не переименовали. Там у нас даже по телевизору сказали. Муниципальной земли в городе не осталось. Но это старая история. Вы мне скажете, что ты мне рассказываешь? По всем каналам показали, по телевидению, на всю страну, блядь. Это еще не все. Тут пришли в администрацию. Им, камеру разбили с России-24. Пожилую слежку, за ними устроили. Там, копнули, там уже столько нашли опять всего. Я так понял. Там какие-то там... Ну, это, наверное, это фейк все. Я не верю. Я люблю свой город, значит, да.
Но у нас здесь, блядь, какой-то заколдованный пожилой круг. То есть у нас, знаешь как? У нас одно плавно перетекает в другое. То есть у нас, знаешь как? У меня такое ощущение, здесь где-то маленький фонтанчик с нефтью бьет, и у нас здесь, блядь, знаешь как, постоянно где-то что-то пропадает. То, блядь, одно, то второе, то вроде возвращается, потом раз опять ушло куда-то. Раз земля ушла, раз она опять вернулась. Чудеса. Так, продолжаем. Номера у Панамера. Анатолій Іванович Срачняк, там за лікарнею лічильна земля. Тут О. класно лягла б шашлична моя. Можливо, є якийсь вихід, чи як? Вихід є, нема спору. Ліворуч і по коридору. Big Boss playing with Big Cost. І я в цьому ділі віртуоз. Серйоз. Мані для мене як гіпноз. Наркоз. Який мерзкий пост. По шашличній поправка. Розривай контракти. А що таке там сталося? Там тепер заправка. Школи, сквери, лиш на паперах, тільки Панамера, у Панамера, у пенсіонера. Бля, охеренно сделали. Мізерна, а у Панамера є Панамера. Это она ручку уронила? Линзу. Не ручку, линзу. Опасненько. Як сюжет із мема. Якого хера? Горить Панамера, у Панамера. Як сюжет із мема. Они что, блядь, реально Панаму сожгли в клипе? Або дар з неба пала. Да не-не-не, это графика хорошего, чё? Я чуть сердце, ёпта, не ёкнуло. Она хоть и не новая, но всё-таки. Блин, прикольный клип сделан. Реально. Ля. Так, что-то вы мне там еще сказали. Леха, посмотри еще, что это. Что это вы мне сказали, посмотреть надо. Ой, надо, что это вы мне там еще говорили. Шо? У Мияги клип есть, но я не нашел его. Есть какая-нибудь админчики, ссылочку киньте на этот клипак. Я почему-то в интернетах ваших этих не нашел. Во, так. Ну, у Мияги я нашел только просто трек. Подождите, вот еще раз. Мияги. Так, секунду. Работяги, ну вот, смотрите, не подумайте, что я сливаюсь. Я с радостью, правда, клип посмотрел. Мне очень его творчество в последнее время прям вот вообще заходит. Видите, это типа это. Не то. Я бы клип хотел увидеть. Подождите, ну может у него клип есть, может я дурак. Нету, братцы. Только музыка есть. Ну просто слушать я не хочу, я подожду клип. Я хочу клип посмотреть, у него клип прикольный очень. Мне нравится. Flex Air 5 смотрели. Смотрели, ребят, Flex Air 5. Нет клипа, только песни, я понял. Ну и ладно. Россия 23 я посмотрел все ролики. Я думал, какая-нибудь херня, я вне стрима посмотрел, очень рекомендую. Офигенные пацаны. С России 23 канал называется. Там такие, ну, у них короткие ролики. Мне нравятся такие. Что еще порекомендуете? Может, кто что еще смотрит? Давайте, мои хорошие, пишите в чате, а я сейчас зайду. Посмотрим с вами вместе. Мы тебе лайк поставили. Спасибо. Бля, точно. Там не вас новый вышел. Сейчас. Сейчас, где-то здесь вы мне рекомендовали. Ля, блядь. Ребята, они меня стрейканут. Да не должны. Ну что же они совсем... Я просто скажу свое мнение. Хорошее... Мне очень нравится автомобиль, кстати, внешне. Давай, ладно, посмотрим. Давай посмотрим.
Так, тихо! Новая Нива вышла. Это хейтеры поставили 2,8 тысяч, не считается. Итак, ребята, вот она, та самая Lada Niva Travel. Это автомобиль, который получил обновление. Только сейчас мы смогли его увидеть. При этом мы смогли его наблюдать, так сказать, подсмотреть за машиной, когда фото были слиты в интернет, где-то со съемочных процессов. Но суть в том, что у нас кардинальных изменений не произошло. Больше изменений произошло непосредственно в передней части. Итак, А у вас уже, блядь, лет, наверное, 30 вообще нихуя не происходит. Я не знаю, когда хоть когда-нибудь выйдет, нет, какой-нибудь, я не знаю, не вас, чтобы скажут, вот это вот кардинально наша разработка. Когда-нибудь вообще будет такой, нет? в задней части у нас произошла трансформация, то есть изменили на светодиодные задние фонари, другой бампер, который имеет у нас в 2158 году пора бы, наверное, уже, да, оптику изменить немножко. Светоотражающие элементы и воздуховоды. То есть каких-то кардинальных изменений. Сколько она стоит? Кто-нибудь мне напишите в чате. Сколько? Ляма полтора она, вот этот Нивас стоит, новый? В плане кузова автомобиль практически не претерпел. Также у нас здесь есть в верхней части это камера заднего вида, подсветка номера, парктроник здесь удобно расположился. Но а нас интересует, конечно же, боковая часть автомобиля. Что здесь, короче, чтобы не гнила ее, ты понял, что сделали? Сразу в пластик нахер запаковали. Собственно говоря, мы можем наблюдать новые накладки колесные на колесные арки на нижнюю часть дверей. Есть споры по поводу того, что они должны были быть полукруглыми, либо вот такими вот срезанными, потому что стилистика автомобиля это все... блядь! Лям 200! Я ж пошутил! Лям 200 эта тачка стоит? Да ну нахер! Покатые линии, но произошло вот так вот, и сейчас мы можем только наблюдать сей момент. Итак, какие у нас изменения произошли в передней части автомобиля? Это, конечно же, новая оптика, то есть новые передние фары. Они не линзовые, то есть простые отражатели. Блять. Сейчас, подожди. Блять. Сука. Отсоси БМВ! Что там у вас? Лазерная оптика 25-го поколения выходит. Вот оно наше, бля. Зато дешево. Шо? Зато дешево за лям 200. Вот, пожалуйста, лампочка, блядь. Блять, шел 21 год. То есть простые отражатели. О, тихо, нормально. Далее всё, тихо. у нас изменился непосредственно передний Всё бампер. хорошо. Это всегда будет неокрашенная часть в центре и окрашенные элементы по бокам. Кроме этого, капот стал более рельефным, более интересным. То есть автомобиль... Подождите, я обязан... Нет, это так просто не закончится. Одну секунду. Я просто обязан, блядь, посмотреть. Есть кто-нибудь, кто реально рассказывает про эту машину? Есть? Нет? Есть кто реально про нее рассказывает? Есть кто вот прям, ну, чтоб вот прям сел и кто-нибудь проехался на ней? Есть такое, нет? Чтоб вот прям... Реально жестко прям зашло. Итак, Нива Вот оно. Тихо. Пошло добро. Сейчас, подождите. А ну-кась. перестает быть внедорожником. Это воздуховоды в задней стойке, которые точно такие же, как вот на классической Ниве. Вы спросите, при чем тут Renault Duster? Чуть позже я покажу вам детали, которые точно не пойдут. Еще немного о салоне. Вы наверняка слышали о том, что в будущем должна появиться новая Нива, вернее сказать, Lada 4×4. Но никто не знает... Ничего себе, это, блядь, в каком году такая машина выйдет? Ля, блядь. Ну-ка, включи, где? Ты ёпта! Да ёпта!
Да ладно. Сколько? 2 миллиона? Что, дурак, что ли? Это не... Подожди, это не то. Сейчас меня испугай. Погодите. Так, подожди. Асата... Асат... Опа! Асата Нива. Не, у него только на старую. Да ёпта. Новая Нива. Обзор. Я-то думал, я уж обрадовался. Сейчас посмотрим. Бля, я жду Асаты обзор. Так, сейчас, погодите-ка. Мне нужен именно тест-драйв. Есть? Есть пожилой тест-драйв, кто прям вот едет на ней? Либо она вообще еще... Дождались, новая Нива. Короче, надо дождаться прям полноценного обзора. Прям вот, знаешь, прям только нормального обзора. А не вот это вот. И-ага. Слушайте, ну вот тот вот трехдверка, кстати, офигенно выглядит. Я не знаю, она мне прям понравилась. Не знаю, может, с виду так? Но ничего, так выглядит. Бля, гадости и не показывают, прикинь. А, во, нашел. Бля, это старое. Превью стоит новое. Дурак неумный. Так, ладно. Так, короче. Ладно, мы все с вами посмотрели. Пойдемте, мы с вами, ребят, сейчас видосики каждый день, я напомню, выходят на этом канале. Вы обязательно подписывайтесь. 21 год, ребят, год возвращения харда. Просто полноценный. И это год харда, потому что 20-й был застойный, 20-й что-то мы все закопались с этими делами, не делами. Давай на канал подписывайся, как всегда. Добро пожаловать. Настроение, все дела. И, ребят, тревела будет очень много в 2021 году. Мы с вами поедем прямо в самом начале года, сразу после новогодних праздников. Еду в Магнитогорск, там поснимаем видосы, съездим на какую-нибудь заброшечку в Магнитогорске, постараемся, и на какое-нибудь мистическое место вместе с каналом Модестал заглянем. Ужастики всякие там, все дела. Так что ты давай, не пропусти, пожалуйста, не пропусти. Вот, стараемся очень. Так что давай, подписывайся, ставь лайк. А прямо сейчас пойдем с тобой на канал Hard Games. Прямо сейчас там будет стримчанский. У нас челлендж на 5 лямов от подписчика, который мы успешно пытаемся пройти уже больше года, но мы уже там просекли, короче. В тот раз мы с тобой рекорд поставили на том стриме. Сейчас в этом поставим. Так что давай, переходи на канал Hard Games. Ссылочку вам сейчас наспамят. Вот, подписывайся на мой инстаграм. Ну и... Ты не болей, пожалуйста, а я тебя с Новым годом обязательно поздравлю, ладно? Поздравлю тебя с Новым годом. И вообще, ребят, я желаю всем только одного. Напомню, неважно там, как вы там смотрите, хейтите, не хейтите. Это все интернет, это хорошо, но главное не болейте. Не болейте ни вы, ни ваши близкие. И следите за здоровьем, пожалуйста. Потому что сейчас время такое. Ладно? Давайте, чтобы все хорошо у нас было. Мы прорвемся обязательно. Все, ребят, 15-20 минут, и я запускаю стрим на канале Hard Games. Заходи, добра, бобра. С вами, как всегда, был я, Леха, канал Hardplay. Удачи. Следующий стрим обязательно 31 декабря, ребят, будет. И видосики не забывай смотреть, ставить лайк. На Telegram Hard Insight. Все оповещения там.